Что если невидимый паразит столкнется с силой вашей желудочной кислоты? Мы не просто поговорим, мы прямо сейчас проверим эксперимент, который вам все покажет, и вы это уже не сможете забыть. Друзья, всем привет! Вы на канале Biohacking Life. Представьте, Земля переживает тайную инвазию. Незаметная инвазия, о которой вы и не подозревали. Но сегодня мы бросим вызов. Эти нематоды, черви, настоящие чужие среди нас. Они скрытные. Они повсюду, и они готовы к захвату. Внимание, друзья, погружение в микромир начинается. Начинаем наш эксперимент. И вот мы видим увеличенных нематодов. Здесь они себя очень хорошо чувствуют. Они находятся в капле воды. Но сегодня их ждет самое суровое испытание. Наша иммунная цитадель и океан желудочной кислоты. Это не просто лабораторный тест, это гладиаторская битва за выживание в самой агрессивной среде, которую только можно вообразить. Нематоды против желудочной кислоты. Вы это еще не видели такого. Ну вот, друзья, пришло время приготовить для наших подопечных паразитов аналог желудочной кислоты. pH, как и у оригинальной желудочной кислоты, должен быть 1 или 2. Я капнул желудочную кислоту прямо рядом с нематодами, и осталась секунда, буквально секунда, и они сольются в единое целое. Это просто цунами из желудочной кислоты. Первая передовая линия червей была буквально смыта желудочной кислотой. После такого угощения гельминты не стали вести себя как-то более спокойно, наоборот, они стали более резкие, и их движения стали какие-то хаотичные, даже похожи чем-то на танец. Я надеюсь, что Моцарт не будет на меня в обиде, то, что я заставил наших подопечных нематодов танцевать под его музыку. Но я эту музыку немного изменил для того, чтобы она больше подходила именно для них. Танцы — это, конечно, все очень здорово, но наш эксперимент продолжается, и сейчас начинается самая интересная фаза. Мы сейчас должны увидеть и понять, как долго нужно желудочной кислоте, чтобы переварить вот этих вот гельминтов. Процесс пошел, и мы скоро увидим результат. Нематоды, получается, здесь у нас на любой вкус, от огромных змей до самых маленьких змеек. И также очень много самок, полных яиц. И это тоже будет очень интересно посмотреть, как, например, второе поколение вот этих гельминтов выживет после нашего угощения. И вот, друзья, прошло минут 45, это мы уже ждем практически целый час. И только сейчас именно вот эти нематоды, гельминты начали менять свое поведение. Некоторые стали замедляться, а другие стали больше так судорожно двигаться. Ну вот, прошло еще минут 10-15, и их движения еще замедлились больше, и движения стали еще более судорожными. Здесь нам хорошо видно, насколько плотно самки заряжены яйцами. В каждой самке может находиться 40, а то и 50 яиц. И эти яйца у нее появляются каждые 3-4 дня. Представьте себе, сколько они делают поколений в течение 1 месяца. В общем, прошло 1,5 часа. И только сейчас некоторые нематоды начали умолкать и выпрямляться, что означает, что они уже больше не будут двигаться, они окончательно погибли в этой схватке. Спустя еще минут 10 картина выглядит вот так вот. Некоторые уже распрямились, нематоды, а некоторые еще до сих пор в диком танце двигаются. И как бы их трудно угомонить.
Одна нематода, посмотрите, сама себя связала в узел в этой дикой схватке и не может развязаться, и чтобы дальше как-то двигаться. Ну вот, друзья, поле битвы вроде бы затихло, но это еще не конец. Внутри мертвых тел движения. Яйца все еще до сих пор живут, и прямо сейчас на наших глазах из тел собственных червей могут вылупиться новое поколение. Мы подождем еще полчаса. Вот здесь наглядно видно, что происходит вообще. Мы видим здесь, что некоторые яйца, заподозрив опасность, они просто вылупились и разгуливают по телам, как будто они находятся в каком-то космическом корабле. А некоторые яйца еще имеют свою оболочку яиц, но видно, что они все живы. Ни одно яйцо не погибло. Они наоборот, они проявляют активность и вылупляются. Одно яйцо за другим. Посмотрите на это жуткое зрелище. Насколько они мощные, насколько кожа вздувается из-за их активности. Они готовы прорвать кожу, чтобы выйти наружу. Смотрите, друзья, насколько трехдименsionальная картинка вот этого червя, и внутри мы видим вот это вот, что все яйца вылупились, и вот эти нематоды там внутри кишат, и это мне напоминает такой трехдименsionальный космический корабль из фильма Alien, вот, дизайнер Гигер, и вот это прямо очень сильно мне напоминает. Вот этот весь червь, это просто вот такая биомеханика, очень интересно. Но, может быть, не все знают, что такое вообще нематоды. Нематоды кругом, они абсолютно кругом, они были, скорее всего, еще до нас. И они существуют в таких огромных количествах, что если, например, взять нашу планету и из космоса посмотреть на нашу планету и убрать, например, всю Землю, и как бы останутся только нематоды, и тогда все равно все континенты мы будем видеть из космоса. Их так много кругом, они в земле, они в воде, они во льдах, они даже внутри нас. Ну вот, друзья, прошло уже 3,5 часа, и до сих пор ни яйца, ни вылупившиеся черви именно в телах больших вот червей своих, материнских червей, они до сих пор еще живы. И поэтому я думаю, что эта битва была проиграна. Первый барьер они преодолели. Ну, как говорится, эта битва проиграна, но война еще не окончена. Получается, что тела материнских червей служат как такие троянские кони, или лучше сказать троянские черви, которые как капсулы могут проходить через первый барьер. Друзья, меня многие просили сделать эксперименты над этими глистами. Например, многие писали мне, что проверить, как они будут реагировать на куркуму или на черный перец. Ну, напишите в комментариях, что бы вам было интересно, что мне проверить на этих глистах, что было бы интереснее и целесообразнее, так сказать. Друзья, спасибо, что вы участвовали в этом эксперименте. Подписывайтесь, впереди еще много интересного, и до встречи в следующем выпуске на следующих экспериментах. Пока-пока.